Всем привет, с вами Виктория Ню, и в этом видео у нас пластины для стемпинга и светящиеся водные слайдеры из магазина Protego на AliExpress. Если вам интересно, оставайтесь со мной, я желаю вам приятного просмотра. Мне на обзор прислали 11 пластин и пачку водных слайдеров. Не все из них светящиеся, но мы их просмотрим немного позднее. А начать свой обзор мне хотелось бы именно с пластин для стемпинга. Все пластины на подложках с защитной синей пленкой, которую перед применением нужно обязательно снять, и 9 пластин размером 6 на 12 сантиметров. Итак, пластина под номером GR96 предназначена для создания такого дизайна, как френч. Тут невероятно хорошая гравировка, и френч получается просто на раз-два. Также стоит отметить, что на этой пластине есть полый прямоугольник, при помощи которого в технике стемпинг можно создать градиент на ноготках. Ну и вот так смотрится еще несколько отпечатанных рисунков с пластиной GR96. Следующая пластина GR337, и тут у нас флористика уже с заданным фоном. Размер каждой композиции 1,5 на 2 сантиметра, то есть в принципе эти композиции рассчитаны на короткие ноготки. Конечно, при необходимости эти композиции можно удлинить, а можно и вовсе убрать фон, оставить только цветочки. Ну и вот такие вот варианты дизайнов у меня получились с этой пластины. Дальше речь пойдет о пластине GR340, и тут у нас силуэты девушек. При этом хочу отметить, что силуэты довольно изящные, и есть как очень большие силуэты на длинные ноготки, так и короткие силуэты на маленькие ноготки. Правая часть этой пластины, на мой взгляд, довольно универсальная, так как для любительниц однотонного покрытия, отпечатав такой рисунок, один такой силуэт на ноготке, и уже в принципе будет покрытие смотреться довольно интересно. Так что присмотритесь, любительница однотонного покрытия. Думаю, такие изящные силуэты вам понравятся. А вот следующая пластина GR341 уже в такой хищной тематике. Здесь у нас представлены хищники в цветах и в сочетании с геометрией. Сами композиции довольно необычные, да и сама пластина на первый взгляд кажется довольно интересной. Но вот при отпечатывании рисунка я поняла, что эти рисунки скорее всего будут лучше смотреться именно в реверсивном стемпинге, где вот нужно выделить именно какие-то отдельные фрагменты. А вот со следующей пластиной GR344 особо ничего выдумывать-то и не нужно. Здесь представлены вензеля. На этой пластине в первую очередь мне хотелось бы обратить ваше внимание на цифру 8, которая выгравирована в технике вензель. А восьмерка тут вообще очень шикарная. Тут также на этой пластине есть цифра 3, но она, скажем так себе, но тоже довольно интересная. Также на пластине с вензелями здесь кое-где присутствует такое сочетание с геометрией. Но эту пластину я не могу назвать какой-то вот прям вау шикарной, вот полностью, да, шикарной. Нет, здесь, на мой взгляд, интересная цифра 8. Остальное, так себе. Также не могу отметить чем-то особенным и следующую пластину GR345. Здесь у нас такая новогодняя, зимняя тематика. Тем не менее, тут настолько избиты уже вот эти вот рисунки, да, композиции, что вот кажется, что вот это я уже где-то видела, это у меня уже где-то есть. То есть этот рисунок уже там где-то на какой-то пластине вот точно где-то в закромах имеется. Но, тем не менее, пластина как пластина, с хорошей гравировкой, все рисунки отпечатываются хорошо, и тут я даже немножко решила где-то что-то раскрасить, чтобы хоть как-то придать этим рисункам цвета. А вот следующая пластина под номером GR364 мне уже показалась более интересной. Тут уже сразу фантазия включается, сразу хочется что-то раскрасить, что-то подкрасить. Мне вообще в принципе нравится реверсивный стемпинг, но я считаю, что в пластине должно быть сочетание, да, то есть какой-то, то есть есть и такие композиции, которые можно использовать в разных техниках. Тут же все представленные композиции хорошо будут смотреться и в реверсивном стемпинге, и просто отпечатанные. То есть, на мой взгляд, это довольно интересная пластина, причем тут вот даже есть надписи на русском языке.
Следующую пластину GR366 тоже многие посчитают скучной. Ну что тут опять снежинки, олени, все как обычно в пластинах с зимней тематикой. Но вот для меня эта пластина оказалась просто находкой. Во-первых, тут представлены два вида, ну типа таких градиентов, да, падающего снега. Такие композиции, они универсальны в качестве фона. К тому же тут есть буквы и цифры. Причем буквы и цифры тут именно такого размера, который вот именно подходящий под ноготок. Ну, единственный минус это то, что тут представлен английский алфавит. Да? Если бы еще был бы русский алфавит, было бы вообще замечательно. Получается, что на ноготке можно собрать любое слово, имя, и, как по мне, это очень классно. При этом, как я уже сказала, размер букв отличный. Следующая пластина 367, также в зимней тематике. Здесь я мало что могу отметить, как по мне, здесь довольно интересные именно елочные игрушки представлены, да, то есть тут тоже можно и раскрасить их, и просто отпечатать, и при этом они будут смотреться очень интересно. Все остальные композиции, ну, как по мне, не очень интересны. Вот есть еще два оленя, да, и два медведя. Ну, вот тут как бы тоже олень такой линейный, и есть олень полый, и медвежата точно так же. Ну вот, а в остальном, ну, как бы без особого какого-то энтузиазма эту пластину я вот использовала и держала в руках. Ну и вот так смотрится еще несколько вариантов дизайнов с пластиной GR367 на скорую руку. Осталось посмотреть еще две пластины, но это уже большие пластины размером 9,5 на 14,5 сантиметров. Вот эта пластина Sunnail Вензель 001, она вот как по мне шикарная. Больше вот как по мне пластин с вензелями даже и не нужно. На этой пластине представлены вензельные композиции короткие, длинные, то есть на короткие ноготки, на длинные. И мало того, тут представлены все эти вензеля в зеркальном отражении. Безусловно, сделать зеркальное отражение того или иного стемпинг-рисунка довольно несложно. Тем не менее, иногда просто не хочется заморачиваться. К тому же хочу обратить ваше внимание, что нижние композиции, они размером 2,5 на 2 сантиметра, то есть они подойдут и на широкие ноготки, ну вот, или такой вот на большой пальчик. Я знаю, что эта пластина есть уже у многих блогеров, и я считаю, что это не случайно. Пластина действительно шикарная, и если у вас ее еще нет, то обязательно присмотритесь к ней и по возможности закажите. Ну и еще одна большая пластина Sunnail 001 текстуры. В принципе, название пластины говорит само за себя. Тут представлены листочные, цветочные, линейные текстуры, геометрические текстуры и размер представленных композиций 2,5 на 2 сантиметра. Ну, такой довольно хороший размерчик для различных ноготков. Как я уже сказала, все представленные пластины с хорошей гравировкой. При отпечатывании у меня не возникло абсолютно никаких проблем с этими пластинами. Все рисунки я отпечатывала с первого раза с лаками для стемпинга. Ну, вот результат вы, собственно, видите на типсах. Ну а дальше мы рассмотрим с вами водные слайдеры. Тут осенняя и зимняя, скажем так, тематика. Я понимаю, что впереди весна, но тем не менее времена года, они сменяют друг друга, поэтому зима и осень, в принципе, снова наступят. Не могу сказать, что водные слайдеры я часто использую для создания дизайнов. Да, это вроде бы кажется легко и просто, да, ну что там размочить слайдер, прикрепить его, но на самом деле для меня проще сделать стемпинг. Конечно, такие красочные, да, рисунки, такие пейзажи сложно сделать стемпингом, но тем не менее... Ну вот не могу сказать, что вот слайдеры, они как-то у меня в ходу. Единственное, что могу отметить, данные слайдеры, вернее печать у данных слайдеров очень хорошая, и она хорошо смотрится как на белой, так и на черной подложке. Слайдеры с осенней тематикой, они не светятся в темноте, а вот дальше все слайдеры, которые будут показаны в данном видео, они светятся.
Как по мне, если бы это были бы наклейки, то, скорее всего, я бы намного быстрее нашла им применение. Ну, или, скажем так, моя рука к ним бы чаще тянулась. Причем хочу заметить, что данные водные слайдеры, они, конечно, хорошо смотрятся и на белой, и на черной подложке. Но вот, знаете, вот это вот нет яркости самого рисунка. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, вот эта вот флуоресцентная краска, она не настолько, как говорится, ярко выраженная, да, там вот или как-то, но тем не менее, вы знаете, такие, ну, скажем так, вот когда держишь эти наборы слайдеров в руках, ну вот кажется, что вот прям совсем никак и ни о чем. К тому же, видно, эта краска нанесена настолько тонко, что для того, чтобы увидеть вот это самое свечение в темноте, нужно еще и присмотреться. Поэтому, ну вот не знаю, как здесь уже смотрите, нравятся ли вам представленные рисунки, да, а все остальное, ну так себе, скажем так. Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. А если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я, как обычно, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!